монеты, там многие могли зайти на этих уровнях, то в этом уровне будет 90%, да, но практически, если мы возьмем отсюда до сюда, до вот этих пределов, у нас 50% уже люди потеряли, тут уже чуть больше 62%. И монета не может, понятно, упасть больше, чем 99,9%. Но если эта криптовалюта, конечно, не скам. Вот. И получается, что в любом уровне, где вы заходите, вы можете потерять 99%. Но при больших плечах, если на фьючерсах, это умножается в 2-3 раза, и получается, что вас в любом случае может ликвидировать, если вдруг вы каким-то образом необдуманно зашли. Потом вам тяжелее просто отсюда выходить. Поверьте, люди, которые зашли здесь, они держат криптовалюту уже с большими минусами, им деваться некуда просто, да, что там из 1000 долларов, там, 100 долларов забирать, они держат, и потом уже ждут несколько месяцев, когда цена развернется. Некоторые, конечно же, каким-то паническим образом продают ее, а у других ребят, которые, я же говорю, на фьючерсах торгуют, то их просто ликвидируют. Давайте вот, наверное, еще посмотрим, что у нас с ценой. Вот у нас идет, получается, вот это некий уровень проторговки. Интересная такая ситуация, я ее, как бы, понятно, держу. Цели я обозначил глобально, да, до 12 и 12,6. На минуте мы начинали отсюда, цена, получается, выросла на 0,4 и 0,8. В принципе, волатильность, как вы видите, небольшая. Я чуть раньше показал движение вниз, как мы видим, пока я бы был в минусе это все время. Но я думаю, что пару минут, и все-таки цена может откатиться вниз. И здесь как бы люди и делают тоже ошибки, потому что им мало, там, 0,7%, они хотят получить 1000%, да, 100%, 50%, и они ждут. И вот я надеюсь, я вам покажу вот на этом примере, когда цена сейчас просядет, хотя бы до уровня 11,2, мы ее сейчас возьмем и обозначим. Вот этот, вот хотя бы до этого уровня, вот этот уровень. А потом, когда мы придем к этому уровню, мы увидим более такие ощутимые продажи. Кстати, вот это график биткоина, его тоже нужно включать. Он показывает нам, какая у нас ситуация вообще на рынке. Если мы рассматриваем другую криптовалюту, обязательно нужно включать биткоин, поскольку я уже рассказывал влияние биткоина на рынок, но тем не менее это должно быть вам тоже интересно и важно. Так, значит, мы разобрали, у нас сейчас растут, выросли NER, SEL, по ним, по SEL, я думаю, что в скором времени, если мы не опустимся ниже вот этой зоны, и я думаю, что у нас ждет движение вверх, ну, по крайней мере, хотя бы на 42%. То есть выход из вот этого нисходящего канала, я думаю, что мы должны раз и пойти сюда в скором времени. Сохраним. Так, теперь криптовалюты, которые падают в цене. Вот какая-то есть криптовалюта, она входит в топ-100 криптовалют. Давайте посмотрим ее. Ну, торгуется она на Bitfinex, Bittrex, KuCoin. Особо ага, получается, история увеличилась. Ага, и я ее рассматривал, значит, вчера. Вот у нас нисходящий канал. Я рассматривал ее на 12 часов, пока вот будем таким образом мониторить. 12 часов, возможное движение к этой границе, как я говорил, пробитие нисходящего канала. Но мы ее немножечко коряво нарисовали. Я бы сделал вот так вот. Очень корявенько нарисовано. Пробитие вот этого канала будет свидетельствовать о том, что мы можем еще откатиться вниз. Но вот этот минимум, раз, два, 0, 0, 41. Так, дальше идем, смотрим. XTZ мы тоже рассматривали, я помню. Так, это мы тоже сохраним. Coinbase, Bitfinex, Binance, Kraken, BT. Есть он на фьючерсах. Так, мы тоже его рассматривали. И я
Видимо, младший таймфрейм рассматривал. Да, этот уровень, ложное пробитие. Потом очень хорошо его, видите, выкупали. XTZ, я понял. Я, скорее всего, был даже в плюсе. Да, вот мой, получается, прайс был 4.66, я зашел. И получается, что 4.66, ну, я, получается, где-то на максимуме зашел. На максимуме зашел. 4 часа. 10 декабря, это вечером. Ну да, где-то я здесь зашел. Да, получается, вспомнил. У нас вот этот уровень, который я обозначал, мы должны были от него оттолкнуться вверх. И я вам скажу так, что есть все шансы это сделать сегодня. Я думаю, что завтра у меня будет плюс. Я об этом вам поделюсь. Хотя здесь есть средний скользящий, мы ниже нее. Такая шортовая. Шорт у нас больше шорт. Но надеюсь, что мы не пойдем ниже 4.27. Если пойдем ниже 4.27, то вполне вероятно, что мы можем дойти до 3.88. Ну, смотрите, какой импульс, да? Как только мы пробили один из уровней, сразу начался импульс выкупать, выкупать, выкупать. Тоже над этим смотрите и думайте, да? VAXP. Тоже не на многих биржах торгуется. У нас вот такая же ситуация с VAXP. Выкупили и пошли продажи. Что у нас по ней можно рассмотреть? Давайте откроем более старшие таймфреймы. Где-то я ее, по-моему, уже рассматривал. Вот мы как раз росли здесь. Пошли на коррекцию. Ну вот, в принципе, дошли до 4.236. 1.618. Вот здесь проторговка была, мы вернулись к этому уровню и к уровню 1. Здесь мы выросли на 2.618. В общем. Я вам так скажу, что чтобы понимать движение криптовалюты, вам нужно на ней торговать. Это раз. У всех разная волатильность. Если у биткоина может быть в минуту 0,02%, 0,1%, то у криптовалют альткоинов может быть и 1,2% в минуту. Вот, поэтому у каждого, ну и опять-таки, да, криптовалюты, которые меньше доллара, их быстрее всего можно пропампить, потому что капитализация маленькая. Вот. Что я думаю. Ну, по крайней мере, у нас сейчас есть такой канал, который из которого мы выходим. У нас есть вот эта линия. Я думаю, что если мы пойдем ниже вот этой зоны 0.51, то мы можем еще прийти к 0.40. Это у нас 21%. То есть такая криптовалюта, где мы можем словить памп в 73%, и потом, это 16 часов, да, один день, и потом на протяжении там тех же 16 часов мы можем словить дамп на 27-30%. Вот. Поэтому 73 тоже уже как бы криптовалюта опустилась. Ну, то, что торгуется ниже скользящей, тоже настораживает. И видите, биткоин идет вниз, и он идет вниз. Поэтому тоже влияет и биткоин. Но я думаю, что скоро должен вот быть какой-то разворот. Если мы вот так вот проведем еще более глобальную линию, ну, допустим, отсюда возьмем, то мы можем прийти тогда к этой зоне в 0.44, а отсюда тогда толкнуться вверх. Первое. Либо отсюда уже пойти вверх. Итак, мы видим, что у нас сейчас больше всего падают XDC, XTZ, VAXP, Link. Кстати, он у меня был, я его зафиксировал, поставил стоп. У нас больше всего растет криптовалюта, это SEL, NER, FIL, QNT, IOTX. И я вам так скажу, что когда криптовалюта выросла, скоро может быть коррекция, как и здесь мы выросли, и быстрая коррекция. Потом какая-то проторговка долгая на протяжении нескольких дней, опять рост и опять снижение. То есть тут тоже может рост быть и опять снижение цены. Вот здесь более такая нудная проторговка, рост, проторговка. Вечного роста не бывает.
Вот, ну, как вы видите, на протяжении 30 дней криптовалюта QONT идет в нисходящем канале. Можно, конечно, еще настройку сделать и посмотреть. Так, 24. Ага, что-то у нас тут доминацию берем. Вот. И посмотрим, где у нас. Ага, за год у нас выросла. За год у нас выросла криптовалюта. Кстати, сколько топ криптовалют за год рост? Хэм. Вот, Гала, AXS, Sand, Matic, Luna. Ну, очень большой рост. Все, спасибо за просмотр видео. Всем удачной торговли, всем пока. Да, и, кстати, вот, собственно, по поводу NER. Смотрите, цена выросла, у вас всех, грубо говоря, обманули опытные трейдеры. О том, что я говорил, мы пришли к уровню 1.24, и цена падает. Кстати, надо было бы поставить сейчас стоп чуть выше. Да. И я собой доволен. Я вижу. Всем спасибо. Вот теперь всем пока.